Всем привет! Это Йони Вейс, и это следующая серия Династии Вульф. Приятного просмотра. Готовясь к предстоящей поездке в Сильвадораду, взрослые, Кейт и Сэм, пока дети были в школе, отправились на рынок, чтобы закупиться всем необходимым, потому что поездка была уже на носу, и нужно было взять там всякие штуки по типу матчата. Сэм, конечно, не ожидал такого. Кейт, она была прям настроена серьезно. Плюс ко всему, это было хороший повод провести время с братом и сестрой, без детей, потому что они чаще всего виделись, заходя просто домой друг к другу и тусуясь вместе с детьми. И поэтому толком не виделись, то Сэм на работе, то Кейт работает, а тут как раз можно было сходить в парк и еще плюс фотографироваться и как-то поболтать на их житейские взрослые темы. То с подростками всякое не обсудишь. К предстоящей поездке в Сильвадораду все готовились по-своему. Софи, например, решила, что ей необходимо перед этой поездкой радикально сменить имидж, потому что она никогда в жизни не красила волосы и все такое. И она собралась с подружками из школы, чтобы пойти в салон в первый раз в жизни. Там плюс ко всему был такой спа-центр, поэтому она попробовала заниматься йогой, так как было открытое занятие для всех посетителей. Но она очень сильно не любит все эти здоровые образы жизни, поэтому такая, ну его нафиг. Пойду лучше сразу красить волосы. И ей хотелось сразу чего-нибудь такого экстравагантного, поэтому она попросила, а чё бы это, не ёбнуть розовый. У нее короткая стрижка, но тем не менее хотя бы чутка там, чтобы что-то было. Плюс еще потом подошла туда же Полина, и, конечно же, София сразу стала их хвастаться. Полина это оценила, они там покушали вместе. Но уже был вечер, и все школьницы разошлись домой. А Софии потребовалось еще сделать маникюрчик, все дела, потому что приводить ноготочки в порядок тоже нужно. И плюс ко всему, она еще и потратила деньги на то, чтобы себе прикупить новое платье на выпускной. Он еще был не так скоро, но тем не менее. И, типа, так, на повседневку, чтобы в Сильвадораде тоже можно было тусить в новых шмотках. И она пришла вся такая накрашенная домой, в новых шмотках, с покрашенными волосами, с маникюрчиком. И, конечно, мне была очень интересная реакция Сэма. Она была такая, типа, чё? Понятно, что он ее не стал бы ругать, потому что он и сам выглядит экстравагантно, типа там татуировки, септум и все такое. Но на чьи деньги банкет был? Оказывается, что София сперла у него деньги из шкафчика и потратила семейный бюджет просто на абсолютно ненужные штуки. За что, естественно, ее Сэм дико отругал и пообещал, что после поездки он примется за ее воспитание и то, что придется установить некоторые правила в доме, а то кое-кто их слишком часто нарушает. И установит ей комендантский час и правила поведения. Сказать, что Софи была в шоке, это ничего не сказать. Но нужно было думать головой раньше. Ой, ну наконец-то долгожданная поездка в Сильвадораду. С горем пополам они все прибыли, конечно. Там в пути, пока все улетели, то Кейт тошнило, потом они съехали на каком-то драндулете в эти джунгли, там уже всех затошнило, в общем. Прибыли они уже только к вечеру, и тогда смогли заселиться в маленький домик в центре города и просто наслаждаться природой. Но это, конечно, они не смогли сделать, потому что все были так напряжены из-за этой дурацкой поездки, что всех мутило, в общем. Они поэтому решили пойти просто поужинать где-нибудь в этом прекрасном месте. Естественно, Сэм все еще был зол на Софию,
Она уж бедная отсела от них от всех, когда ужинал. И такое напряжение в этой семейке все еще крутилось из-за всего, что было. А только Кейт с Фредом по-настоящему кайфовали от того, что происходит. Фред всем приготовил мексиканскую еду. Курицу, что ли, по-перуански, как это называется. Ну, точно не кукурузу, хотел сказать, что кукурузу, но не кукурузу. И они вот так вот покушали. Позапускали фейерверки, отметили вообще прибытие. Конечно, Сэм все еще продолжал ругаться с Софией по поводу ее поведения недавнего. Но Кейт хотела всех усмирить. Поэтому на следующий день, уже даже к вечеру, когда вся жара спала, Кейт стала разбираться вообще, что у них там происходит. Это все-таки была такая долгожданная семейная поездка, и ей так хотелось, чтобы все провели это время вместе, что она осталась их развлекать, разряжать обстановку, там, давайте, типа, играть в игры, давайте тут болтать, общаться, там, забудьте вообще про всякие штуки, которые у вас были. Все-таки как-то развеяться им нужно было после всего, что происходило. И чтобы сплотить всю семью, естественно, Кейт такая, типа, го готовить вместе. Конечно, мужики к этому отнеслись как-то скептически, они такие посмотрели, типа, чё готовить. Особенно Кейт, которая обожает фастфуд, вообще есть очень странно, на нее вообще не похоже. Она такая, типа, ладно, давайте, там, типа, делаем что-нибудь. Приготовим ужин вкусный. Обычно они празднуют осенний денек дома, в кругу семьи, в квартире чьей-нибудь, или там идут в парк, как обычно. Но вот в этот раз они поехали вообще в такую нетипично тропическую страну, и тут отведали свой грандиозный ужин, который обычно готовят. Это был классный экспириенс, всем понравилось. А поэтому, естественно, они подумали то, что, нужно будет вернуться как-нибудь. Это прикольно. Обычно вся эта веселая компания привыкла ездить в Гранд Фоллс на День зимы. А тут вот нет, они поехали осенью в Сильверадо. На следующий день они отправились в центр города, в местный музей, который находится в таком прекрасном историческом здании. И там очень большая территория, на которой можно было просто развлекаться, как-то повеселиться вместе со всеми. Естественно, они все сразу время всей этой жары плюхнулись в фонтан, что бы делать. А потом решили, да, что нужно пойти там, выпить какой-нибудь айс-латте или что-то в этом роде, потому что все уже проголодались днем. И даже тут на Кейт, напали дурацкие летучие мыши. Вот они ее преследуют, эти вампиры дурацкие, просто везде, где можно. Но это ничуть не обращало ее поездку. Она все-таки приехала сюда отдыхать с таким настроем боевым. Поэтому она раздала всей семье защитные средства, которые накупила на рынке от паучков, там всяких, от мошек. И заставила всю семью просто мазаться этим всем, чтобы их не покусали всякие мухи, и тараканы, тарантулы, кто-нибудь еще. Но они в итоге были довольны. И стали, естественно, фоткаться, вот эти семейные фотографии напротив исторической архитектуры. Но вчерашний осадочек вот этой ссоры, естественно, остался. Софи также старалась избегать свою чересчур активную семью и меньше попадаться на глаза своему отцу. Но, тем не менее, вместе проводить веселое время она согласилась. Хоть и после уговоров Кейт, потому что она задумала, что вот им нужно обязательно съездить на экскурсию в джунгли. И, естественно, они все туда отправились. И пока там все тусили, спокойно, абсолютно, челово, то Кейт, как настоящая такая мать, стала вырубать, джунгли, чтобы всем пробиться все-таки туда, и не только топтаться перед входом. И не зря. Они ведь когда зашли, просто столько мудлетов вдохновения получили. Потому что это такие водопады классные, мосты, и вот эти вот виды на всякие разные деревья. Просто шикарно. Естественно, всевозможные фотографии, типичные родительские такие, типа с фоткой у меня водопадик на ладошке и все прочее. Но Кейт, как ответственная мать, просто намазавшись кремом, всех вела дальше, все глубже
Уже ночь наступила, они все еще перлись туда. Вышли на какое-то плато, вот это просто невероятное. И не знаю, почему Фред просто такой, типа, пофигу, что-то скучно поиграю, я упал, блин, на пропасть. А Сэм решил поиграть на гитаре. Он вообще на протяжении всей поездки постоянно доставал свою гитару дурацкую, походную, и всем доедал своим пением. Просто уже сводил всех с ума своей музыкой. Но Кейт не зря всех притащила и раздала всем шикалки от Трентл, потому что на нее напала, она такая хопа достала и справилась с этой проблемой. И вот она дальше выбирается глубже в джунгли. Естественно, за все уплочено. Нужно же по полным программ максимум взять, дойти все-таки до этого несчастного храма. Как же может быть иначе? Правда, там они дошли, там пофоткались, и после этого, конечно, София и Сэм такие, все, хватит. Мы пришли домой. Бедный Фред не мог так просто отделаться, потому что это его мать. Она уже вся была грязная, на нее дротиками стрельнули. Он такая, нет, нужно вот обязательно пойти в храм, посмотреть, что там. И он пришлось переться вместе с ней. Моя главная мать семейства, со всеми ловушками разбиралась, пока он там дурачился, фоткался напротив опасных штук. А Кейт страдала просто это все, разгребая, получив всевозможные проклятия, которые так можно было. В итоге она таки добралась до главного сокровища этого храма, смогла там вытащить себе все, что только смогла из этого путешествия. И очень даже не зря. Эти артефакты в итоге оказались достаточно дорогими. Но об этом Кейт узнает только тогда, когда вернется. Хотелось бы немного поговорить о Сэме, потому что, как единоличное лицо, он практически не появлялся в моей династии. Все потому, что если вы смотрели видео про Прото-династию, там я им отыграл всю сюжетную его арку, собственно. И сейчас мне как будто бы нечего было о нем сказать до того, как он поменял свою работу. Дело в том, что изначально Сэм был таким сквотером, бомжом, который жил в заброшенной церкви, и я остепенился только после замужества. Ну, а сейчас он остался один с дочерью, и я думал насчет того, какая у него вообще может быть работа, чем он занимается. Он ленивый, задиристый и вот это все. Я подумал, то, что лучшее решение будет работа в армии. Потому что такому человеку это самый простой способ забраться по карьерной и социальной лестнице. Вот. И он там нормально работал, он много зарабатывал, он продвигался по карьере, но его это все достало. И он каждый раз страдал от того, что приходилось работать. И когда он словил выгорание, понял то, что пора ему что-нибудь найти новое. И я никогда не отыгрывал очень досконально открытые карьеры с выхода на работу, потому что они все-таки были кошмарные. Но растянув время в игре, у меня наконец стало хватать времени на все действия. И я устроил его в сферу полиции, или там детектив, как это называется. И вот там просто понеслось. Проведя небольшое онлайн-исследование, Кейт обнаруживает необычный магазин, специализирующийся на редких и мистических предметах. Взволнованная перспективой продаж своих артефактов, она направляется в магазин, не подозревая о волшебной природе, которая ждет ее там. Когда она заходит внутрь, ее встречает странный и загадочный владелец магазина по имени Питер. Питер, окруженный таинственной аурой, с большим интересом рассматривает артефакты. Он признает их значимость и соглашается купить их за щедрую сумму. Но по мере совершения сделки Питер обнаружит, что эти артефакты имеют не просто денежную ценность, они обладают врожденными магическими свойствами. Заинтригованная откровениями Питера, Кейт вступает с ним в разговор. Питер делится своими обширными знаниями о мистической сфере, знакомит ее с книгами, которые посвящены гипнозу, духовности и, самое главное, вампирам. Очарованная темой, Кейт решает глубже погрузиться в мир вампиров
ища ответы на свои собственные переживания. Вообще, Сэм устроился на новую работу с мыслью о том, что она не такая уж и пыльная. Там все-таки меньше физической нагрузки, и больше нужно было сидеть и разбирать какие-нибудь документы в компьютере, и меньше беготни. Но все-таки какие-то штуки по типу патрулирования или выезды на место преступления у него были. Или там осмотр преступников, вот это все. Поэтому, хоть Сэм и не напрягался и расслабленно это все делал, все равно в некоторых случаях приходилось побегать. Как обычно, у школьников в конце осени состоялся уже традиционная хэллоуинская вечеринка в доме у Рэя, и там Фред уже просто в открытую стал подкатывать к этой девчуле, которая тоже была приглашена на эту тусовку. А Мелисса, кстати, почему-то оделась в костюм медведя. Но Фред ничего не смущало, абсолютно, то, что он там за спиной стоит и вообще все ок. Он в какой-то момент решил приготовить праздничное печенье с тыковыми и в итоге нахрен поджег всю плиту, чем переполомутил весь дом, конечно. И на этом приключения не заканчивались, потому что в одной из комнат он обнаружил какой-то круг, и, видимо, кто-то проводил магический ритуал. Насмотревшись на свою мать, он такой, типа, а чё бы не попробовать тоже это сделать? И тут к нему зашла Мелисса, чтобы разобраться вообще, что за херня происходит, ну-ка объяснить. И тогда он решает с ней окончательно порвать, расстаться, потому что все, он теперь хочет тусить с новой девочкой. Это, конечно, расстроило Мелиссу, все попёрлись на улицу танцевать уже во дворе за диджеем, а она осталась одна в доме. И там, блин, диджей взял и поджег диджейскую будку. Хотя у нее было даже улучшение, чтобы она не загоралась. Я вообще не понимаю, что за день пожаров такой. Фред немного грустный поднялся наверх, и один смотрел и запускал фейерверки в этот момент. Хотя бы ничего не поджег. С Манджело это и бухал просто. Тоже в одиночестве. У них, конечно, немного не сдался этот Хэллоуин из-за бесконечных пожаров и расставаний. И под утро, когда многие уже разошлись, Полина почему-то, решила приготовить сосиски на гриле и тоже нахрен все подожгла. Я не понимаю, что за хрень. Просто вечер пожаров у них случился. Все, естественно, там проорались. Никто не стал ее спасать. Фред вызвал пожарных, а они такие, типа, а чё, ничего не успеваем. И Полина за этот момент просто успела сгореть. На глазах у всех одноклассников. Пожарные даже ничего не смогли сделать. И, попытавшись за нее вступиться, Фред еще и проигрывает смерти. В итоге он сам все потушил, пока эти там придурни смотрели. И так очень весело закончилась эта тусовка 3 пожарами, расставаниями и одной смертью. Вскоре состоялись похороны Полины. Естественно, все были в диком шоке. И осень еще поддала дождя в этот грустный день. Они собрались в аудитории, чтобы почтить память. Там, естественно, выступала директриса Мария и ее брат. Все рыдали, глядя на Полину, приносили цветы. Естественно, это было очень большим ударом для Софии, потому что они встречались очень долгое время. И она была в этих отношениях. Тут ее девушка сгорает просто заживо на школьном тусиче. И чтобы хотя бы как-то поддержать Марию, они с Фредом приглашают ее себе домой на вечер фильмов. Но, естественно, супер напряженная атмосфера, и как-то не получается особо успокоить Марию, даже несмотря на то, что они приглашают ее переночевать.
потому что не хотят оставлять ее просто в таком состоянии. И для Марии это, естественно, было огромным ударом, потому что ее сестра-близняшка сгорать заживо, и они буквально прожили всю жизнь вместе. И были очень близки и похожи. И тут умирает ее сестра. Это для нее было не только гигантским шоком, но и ощущением, то, что от нее оторвали большой кусок. И даже не то, чтобы от нее оторвали кусок, а то, что она оказалась тем куском, который оторвали, и она сейчас была просто как какая-то гниющая рука. И, конечно, она не могла не видеть себя в том, что произошло из всего этого. Пожалуй, еще одна причина, почему я не люблю открытые карьеры в Sims 4, это потому что EA Games строит, естественно, отвратительные участки, на которых настолько невозможно и неинтересно играть, особенно эти уродские постройки в начале, когда выходили первые дополнения. Господи, все мы помним застройку Винденбурга. Это просто эти плакать. Или Виллоу Крик. Ну ладно. Но больница, полицейский участок и лаборатория, они просто отвратительны, правда. Ладно, магический мир меня все-таки добил. Дворец магии — это просто что-то с чем-то. Еще я вспомнил то, что в Глиммербруке был выход, где не было лестницы. И был еще какой-то косяк в Стрэнджервилле в виллах. Там тоже была подобная байда. Ну, в общем, это все меня привело, естественно, к точно такому же поиску со школой на просторах интернета. И я нашел парочку вариантов на Ютубе, которые оказались платными. Они мне больше всего понравились. Ну, они типа такие, торн. Потому что я искал что-то очень стандартное и нормальное. И еще я нашел кучу вариантов устаревших, потому что они выходили сразу после выхода на работу, и там просто тоже что-то с чем-то, они too much, какие-то фэнтезийные, что ли, можно так сказать. Ну, то есть абсолютно сравнивая с полицейскими участками, я понимал то, что это не то. И мне пришлось моими ручками собственными отстроить этот участок и сделать его пригодным для себя. В первую очередь, я его скопировал с какой-то там современный американский полицейский участок, что-то в этом роде, который отстроился. Но сделал его более реалистичным. Там у меня, потому что во всех мирах, во всех постройках практически есть мусор. И, естественно, я накидал и туда, и как-то его потрепал, потому что в общественных местах часто происходит что-то такое со временем. Ну, то есть редко, когда вы придете действительно в полицейский участок, а мне пришлось там побывать, к сожалению, то вы увидите, что муниципальная собственность, она чаще всего такая, попитая временем, скажем так. И, собственно, это был такой тоже, несмотря на то, что современный офис, очень классный, все равно какой-то побитый. И небольшая проблема еще там была с тюремными помещениями, потому что я сделал так же, как и в оригинале, общую камеру, типа для времени пребывания временного, и отдельные камеры. И почему-то игра мне постоянно запихивала симов всю кучу в одиночную камеру. Я вообще не понимаю, с чем это связано, но при помощи мода Тула это легко фиксилось. Типа, просто передвигая всех там по своим пулькам. И тогда мне стало намного приятнее играть. Это прям было в кайф. Время идет, и с наступлением зимы, естественно, все немного успокоилось, все начинают приходить как-то в себя. Они не то чтобы забывают об этом случае, но жизнь опять приходит более в норму. Это как раз были те зимние деньки, знаете, которые всем напоминают
зимнюю школу, когда вы идете просто морозным утром, снег скрипит. Естественно, не хочется учиться, хочется лениться, спать и, не знаю, только разговаривать с друзьями, пить горячий шоколад и все такое. И Фред уже, типа, был ок, а София до сих пор не могла прийти в себя от этого, и поэтому она начинает усиленно заниматься тренировками, чтобы хотя бы как-то держать себя в тонусе. Кстати говоря, может так показаться то, что у Сэма в жизни есть только работа и прижигание с Софией. Но нет, на самом деле он и на свидание ходит, и все такое. Пока я там Кейт отыгрывал, там 1000 уведомлений было о том, типа, а как ты думаешь, может быть, мне стоит сходить с этим персонажем на свидание? И вообще очень жалко то, что Симс не знакомит Симов на самом деле. Типа они там пишут, что ой, я сходил на свидание, все классно. По факту они даже не знакомы. И поэтому я бы там заходил каждый раз за Сэма, и я отыгрывал им это свидание. И их было несколько, но вот конкретно в этом одним зимним деньком он просто собрался с чуваком на свидание. Его, в принципе, особо никто не интересует. Это все чаще всего такой one night stand, типа того. Вот что у отца, что у дочери, вот просто однолюбы. Ладно, там Софи хотя бы влюбилась в Полину, а у Сэма вообще никто ему не нравится. Но он на свидание все равно ходит. При этом, что забавно, туда еще припёр скейт, и, судя по ее лицу, ей вообще не нравится выбор своего двоюродного брата. Но, естественно, с наступлением зимы и приближением Нового года вся семья, как обычно, уже хотела съездить свою традиционную поездку в Гранит Фоллс. Но так как Сэм получил повышение, он просто решил всех сводить за свой счет в Комареве. Потому что, естественно, Кейт и Фред бы не потянули такие суммы. А тут он такой, сейчас я это... как заплачу денег, то, естественно, никто отказываться не стал. И, конечно, получить какой-то вот этот новый экспириенс от поездки в другую страну на Новый год, посидеть онсен. Они поселились как раз в традиционном японском отеле, где хозяин и горячий источник, и посетители какие-то, помимо них еще. И это было прям очень классно. Естественно, совсем не по-новогоднему, так как там не было никаких традиционных украшений и развлечений. Но зато они успели к этому времени на фестивале юности, кажется, так он называется. Вообще, на самом деле, вся эта поездка Сэмом была организована только ради Софии, потому что она до сих пор просто не могла отойти от смерти Полины и была постоянно грустной уже несколько месяцев. И он подумал, что это поможет ей развеяться как-то, и я хотел ее побольше увлекать вообще в то, что происходит. Потому что она сильнее стала закрываться в себе и просто такая, типа, все, останьтесь, ничего мне не надо. Хочу вот сама там это, без вас быть одной. Но, кажется, хотя бы на какое-то время в этой поездке она смогла забыть вообще о том, что произошло, и как-то вовлечься в общее семейное празднество. Все-таки Новый год как-никак. Естественно, они там стали делать семейные фоточки, есть традиционную еду в ларечках. Вот это вот все. И были очень даже довольны. Их очень впечатлил поход на озеро с водопадами, вообще сами парки. И, естественно, они пошли в город в караоке, потому что куда же без японского караоке, как обычно, чтобы как-то скрасить свой вечер, потусить там. Конечно, Сэм и Кит вообще нифига не умеют петь, и испугали там всех. Поэтому София и Фред такие, о господи, пойдем просто бухать сакэ подальше от этих взрослых. И вот потом все-таки к ним и родители присоединились. Но после этого на пьяную голову, чего уж и не сходить, еще погулять в бамбуковый лес. Конечно, тоже очень такое приятное, классное препровождение, когда вечерочек, там цикады поют, очень здорово, и они прям
были довольны совместной прогулкой. Решили то, что а чё бы через бамбуковый лес тогда не дойти до храма. Они все-таки в туристической поездке как-никак. Конечно, вот здесь вот Сэм вообще не знал, куда всех вел. Они дошли до кладбища, напротив которого был храм, где вся семья дружно решила загадывать желания, чтобы они исполнились, написать на дощечках свои штучки, повесить. В общем, там, тем более, там никого не было, было тихо, пусто. Вечер, поздний вечер уже. Так хорошо, особенно без туристов, они прям насладились этим сполна. Ну и после всей этой прогулки еще Сэм откуда-то увидел странных духов, которые ему дали штуку, связанную с дождем. И, может быть, не просто так, потому что это вообще были очень дождливые дни. Они-то думали, что каждый день вот будут там ходить на экскурсии куда-нибудь, что-нибудь делать, купаться в горячих источниках. А нет, постоянно шел дождь. И, естественно, это опять Софи просто вело в ее уныние. Она на этой почве снова стала ругаться своим отцом. Все-таки они в один из дождливых дней, так как еще с приезда никак не могли искупаться, решили такие, типа, пофиг, что молния может пойти. И решили там поплавать. Где София опять поругалась с Сэмом и просто подумала всех к черту. И уехала от них на велике в этот под сезонным дождей. И ей очень повезло, потому что на ее велосипедном маршруте она встретила традиционный японский домик, где ее встретила какая-то семейная пара, совершенно не типичные для этого места. Но вот казалось, что это уже здесь этой мадамы работает, и они всей семьей сюда переехали, и они с удовольствием пригласили Софи на Ога. Она, конечно, была рада этому, но все еще испытывала такую меланхолию из-за всего, что произошло. Но они очень мило побеседовали, и это была какая-то такая теплая житейская мудрость, которую она не могла получить от своего бати, потому что они вроде бы сказали абсолютно банальные вещи по типу, что это нелегко пережить этот разрыв, но это тоже пройдет, и посоветовали ей какие-то штуки, которые ей могут помочь в самопознании как-то прийти в себя больше, там, медитации и прочее. И от этого такого легкого разговора вообще Софи в целом стало легче. Наконец-то появились те, кто могли ее выслушать. А она с более легким сердцем сказала, типа, да, я все понимаю, поеду вот тогда домой, потому что наверняка ее там уже заждались, уже ночь, И не дело так бросать своих родных в этой поездке, тем более, что это все было задумано ради нее. На следующий день, прямо с утра, продолжался дождь. Это, конечно же, не остановило вообще Сэма от его утренних зарядок, пока еще все спали. А потом, после завтрака, София решила попробовать практики, которые ей посоветовала эта милая семейная пара. Она действительно попробовала контроль эмоций, попробовать управлять собственными эмоциями и стала медитировать, хотя ей никогда не нравился здоровый образ жизни, и она сразу же стала напряженной из-за этого всего, но она все-таки смогла себя пересилить и хотя бы час-два посидеть в медитации. Это действительно ей помогло, потому что она все-таки пришла в какой-то такой баланс и абсолютно спокойное состояние. И после этого даже как-то и ругаться не захотелось с родными. Вот так удивительно. Ну, а днем, ближе к вечеру, они уже пошли, естественно, на гору Камарэби, в горный храм. Все потеплее оделись, потому что там уже был дождь, превращался просто в снег. И они стали постепенно подниматься на эту гору, слушать эхо. Еще очень здорово смотреть на всякие храмовые штуки. Это очень впечатлило тогда Софию, собственно, и всех остальных, потому что это какой-то абсолютно уникальный опыт в этих снегах, просто пойти по
Спираться наверх, смотреть на обезьян в снегу, очень здорово. Ну, а после этого они все весело пошли на подъемник, чтобы все-таки покататься в горах. Там, естественно, все очень замерзли, пока шли. Они по пути купили себе горячих напитков в автомате, выпили их, покушали, а потом весело пошли кататься на санках. Естественно, там у всех вообще не было никакого понимания, как ездить на этих штуках. Все разом падали с них, отбивали все, что так можно. Но потом подростки, естественно, решили то, что чё это? Попробуем-ка мы на сноубордах покататься. Все-таки они спортивные, уже не маленькие. Но просто после пары неудачных скатываний они все-таки решили, что к черту, это не мое. Естественно, Сэм и Кейт тоже решили попробовать кататься. Ну а эти Софи и Фред вернулись к своим любимым санкам, чтобы в них ездить. Потому что там меньше нужно было напрягаться. А Кейт вспомнила, как она в детстве каталась на лыжах и решила повторить свой экспириенс. Она, естественно, всех тоже поставила лыжи, потому что как так? Все должны кататься вместе с ней. Ей очень это понравилось, хотя она все напрочь забыла, как это делать, но, тем не менее, была очень рада опять возобновить свое катание. А потом они все вместе пошли в ансен. Вот в этих снегах, конечно, очень здорово. Просто плавать в горячем источнике, когда вокруг тебя снег, везде пар. И такие довольные они уже на ужин вернулись домой. Там вместе с соседями греться и жить хога. Эта поездка, конечно, им запомнилась вообще надолго, хотя они не успели на фестиваль снега, как хотели. Но зато сходили на фестиваль юности, хотя бы что-то. Повидались там с Юначаном, или как его зовут. Естественно, в последний момент они решили, ну что, как так, съездить в Камарэбе и не позапускать фейерверков, бенгальские огни. И вот такой-то у них классный Новый год прошел. А потом все дружно, так же, как и приехали, собрали чемоданы и просто пошли на вокзал, чтобы отправиться в аэропорт. Наступает очередной зимний школьный бал. Мелисса уже к этому времени нашла себе нового парня. А Мария в лучших традициях чаранула себе просто волосы и теперь ходила с короткой прической. Естественно, она до сих пор не могла полностью отойти от этого шока. И Софи тоже. Хотя их и поддерживали друзья и родные. Но Софи все еще был как не по себе, и Фред на этом вечере решил ее поддержать, потанцевать, собственно, с двоюродной сестрой. Но Мари, кажется, на этом празднике жизни было тяжелее всего, потому что она осталась одна, и не то чтобы ей помогала какая-то поддержка одноклассников. И даже то, что Софию опять избирает главной клоунессой, все равно оставляет такой флёр от этого школьного бала, грусти и неловкости. Спасибо, что посмотрели эту серию «Династии». Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Не забывайте подписываться и писать комментарии. А я с вами прощаюсь и увидимся в следующем видео.